Привет, друзья! Многие из вас делают одни и те же ошибки, особенно кто начинающий и сталкивается с отделкой своего дома впервые. Сейчас я вам покажу и расскажу про эти ошибки и как их исправить. В начале своего пути я тоже делал эти же самые ошибки, но потом постепенно я додумался, как их избегать. Ну, вам повезло, у вас есть я, и поэтому я вам их расскажу. Кстати, все чаще вы присылаете мне свои работы на WhatsApp. Номер мой есть на канале, в вкладке о канале, там информация, есть мой Instagram, есть мой WhatsApp. Присылайте туда свои работы, и мы их обсудим, разберем, и что-то я смогу вам подсказать лично. Итак, давайте посмотрим. Место, конечно, не очень удобное, но тем не менее. Значит, распространенная ошибка, и очень часто мне про нее спрашивают. Вот здесь примыкание, образование трещины. Значит, как ее избежать? Когда вы производите нарезочку, вы подрезали это место. Очень важно, чтобы раствор здесь был не пересохший. Этот момент контролируйте, он должен быть еще влажным. Если он слегка подсох, значит увлажняйте его. Вам необходим какой-либо нержавеющий инструмент, это может быть обычный шпатель. И вот это место, увлажнив, нужно вот так вот уплотнить, вот так вот пройти, прижать его к кирпичику. И таким образом у вас будет качественная адгезия к этому кирпичу, и не будет здесь никакой трещины. Ну, а коли она образовалась, вот, например, вот как здесь, да, я также прохожу, вот, слегка чесал, вот, убрал лишку, и это место утрамбовал, уплотнил, вот так, загладил. У меня раствор еще мягкий, поэтому я это делаю без увлажнения. Вот он при надавливании немножко отдает влагу, и поэтому это место как бы железница. Я думаю, с этим вопросом понятно. Перейдем ко второму, не менее важному вопросу, это нарезка. У вас она получается, не у всех, конечно, но кто впервые это делает, первый, второй, третий раз, неважно, но не совсем получаются красивые камешки, они у вас получаются вот такие фигурные какие-то. Ну, вам нужно сделать какую-то распечаточку красивых камешков из интернета, либо смотрите на картинки по фотографиям в своем мобильнике и оттуда уже прорисовываете. Но самый главный момент, когда вы рисуете камень, не старайтесь одним движением нарисовать сразу все камни. Вот объясню сейчас поподробнее. Вот, например, я хочу создать вот этот верхний камешек. Значит, при его создании я сосредоточен только на нем. То есть я сейчас делаю шов непосредственно для этого камня. Я не стараюсь прорисовать сразу вот этот, вот этот, вот этот, только этот. Он будет у меня, ну пускай вот такой формы. И я сейчас задаю швы непосредственно под него. Вот такие подрезочки. То есть я этим камнем занимаюсь. Я не трогаю сейчас низ. Вот, вырисовываю только один камень. Вот, прорисовал, сделал такие вот немножко рваные краешки, да? Вот и все. Вот у меня камень создан. Теперь этот же шов, он примыкает сюда, но я уже непосредственно каждый камень делаю отдельно. Вот это, вот сюда, допустим. Ну давайте сделаем вот этот маленький камешек. Вот, сточил уголочек. Когда вы рисуете вот такие волнистые линии,
все это имеет место быть. Вот давайте я сейчас старайтесь более прямые рисовать. Пускай будет это так, давайте этот вот так. Вот даже при такой разрисовке можно выйти из положения. Сейчас сосредоточил внимание на этом камешке, его дорабатываю. Попадаются глиняные вкрапления, обязательно их удаляйте. Вот вырисовал этот камешек. Вот эта ширина, она не должна быть у вас везде одинаковой. Вот, на стыках она может быть разной. Она должна быть разной. Теперь внимание на этот камешек. Вот этот шов у нас идет, вот он идет сюда. Неважно, сверху вниз я иду, снизу вверх, слева направо, неважно. Занимаемся созданием одного камня. Вот так. Кистью я сейчас не обметаю, потому что еще сыроват раствор. После схватывания более сильнее я это обмету. Теперь вот имеем такое нижнее пространство какое-то. Разделяем. Занимаюсь этим. Занимаюсь этим. Я надеюсь, хорошо видно, да? И сам рисунок вы видите, как получается. Слишком вот раз, два такие вот большие. Комплекс больших камешков за счет этой вставочки. Ну вот это можно разделить примерно пополам. Сначала верхний дорабатываем. Теперь нижний. Не бойтесь вот так вот скашивать углы. Это придаст натуральности камешка. Вот так это получается. Вот так получается. Ну, надеюсь, ответил на ваши проблемные вопросы. В дальнейшем постараюсь отвечать всем. Но не забывайте, когда мне на WhatsApp в день приходит по 20 сообщений, я не могу мгновенно ответить всем. Поэтому запасайтесь терпением, ну и присылайте свои вопросы, присылайте свои работы. Мои контакты есть в описании. Ну и не забывайте поставить видео лайк. До новых встреч, друзья. Пока.